Друзьяки, смотрите, вот такая вот Power станция. Это у нас All Powers R600 с возможностью подключения двух розеток с мощностью 600 Вт, конечно, с емкостью 300 Вт, но правда пиковая мощность у нее 1200 Вт. И возможностью зарядки и от солнечных батарей, на литий-железофосфатном аккумуляторе, то есть с беспроводной зарядочкой, с Type-C на Power Delivery 100 Вт. Короче, это еще и с функцией UPS для компа. Очень даже неплохая штука. Сейчас его поставлю, чуть тяжеловат. Будем рассматривать в этом обзоре на канале Технозон. Поехали. Мы сейчас на фирменном сайте All Powers. Вы сейчас будете видеть и распаковку, и даже вариант того, как я использую ее в путешествиях. Конечно же, покажу, как я подключу к нему к ноуту, и мы проведем с вами тест мощности. Все как бы хорошо. Но цена этого всего действия 300 евро. И это недорого. Я вам объясню. Дело в том, что я такие же аналоги покупал намного, ну не намного, конечно, но подороже и делал уже обзоры. А часто с этим, вот как они пишут, часто с этим покупают, чтобы вы понимали, вот такие вот прикольные солнечные панели. И это 200-ваттная солнечная панель, которую можно подключить и заряжать, и будет, и стоит она 279 евро. То есть для путешествий, для, допустим, какого-то момента блэкаутов, да, там, для какого-то момента того, чтобы он работал как UPS, а это очень классная тема, хотя немножко шумноват в плане охлаждения. Честно говорю, вот он мне зашел. И зашел он мне еще по одной причине, потому что я первый раз пользуюсь Power станцией вот такого китайского какого-то производителя с Bluetooth приложением. То есть вы в приложении видите практически все, что с ней происходит, и температуру, и нагрузку, и можете управлять всеми портами, которые здесь есть. Поэтому мы сейчас, знаете как, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик. Развиваем YouTube, развиваем мой канал, продвигаем в рекомендации, даже если вы его не смотрите. Ссылки на проверенных продавцов я закинул в описании под видео. Вернее, не проверенных, а в принципе самих по себе производителей. Кстати, сами по себе солнечные панели даже на Алишке я находил. Представляете? То есть есть у нас на Алишке солнечные панели по цене 287 долларов. Здесь они стоят 280 евро, что в принципе, ну, из Европы, если неудобно доставлять, то будет в принципе нормально с Алишки купить. Саму Power станцию на Алишке не находил. Хотя вот то, что найду, раскидаю вот все ссылочки. Из минусов я сразу скажу. Мне не понравилось то, что нет в комплекте автомобильной зарядки. Заряжается очень быстро. Заряжается практически, ну вот вы видите, сейчас идет зарядка. Это 300 Вт. Я сначала не поверил своим глазам. То есть мы давайте с вами почитаем спецификации, которые они заявляют. То есть это у нас, вот смотрите, емкость батареи 299 Вт-час. Литий-железофосфатная батарея, УПС. Что такое УПС? Если есть режим УПС, это значит время срабатывания, при котором ваш компьютер, например, или устройство не почувствует перепад. Здесь меньше 15 миллисекунд. Поверьте, ваш комп не почувствует. Выход переменного тока, это 600 Вт, 230 вольт, пиковая 1200 Вт. Это значит, что до 600 Вт это он работает в штатном режиме. Если у вас есть, допустим, устройство, у которого есть стартовый ток выше, то оно выдержит. И мы даже проверим на перегрузку это самое действие. Посмотрите, у нас есть что? USB выходы. В USB выходы мы будем сами проверять. Я не очень, честно вам говорю, верю в то, что пишут обычно производители, сам проверяю. Есть входы переменного тока до 400 Вт. Да ладно, то есть до 400 Вт. И вот нет автомобильной зарядки. Вот как можно было не положить автомобильную? Зато положили переходник для солнечных батарей. То есть переходник для солнечных батарей, пожалуйста, а положить, допустим, автомобильную зарядку нет. Ну, чрезвычайно тихий вентилятор 30 дБ это они обманули, он не настолько тихий. И можно использовать на природе, конечно же, дома для зарядки в случае там какого-то блэкаута, использовать при отсутствии какого-то питания в каком-то месте. Ну и, конечно, они, видите, показывают про мониторинг и 15-ваттная QI зарядка беспроводная. Но, видите, опять же, они делают
надежное устойчивое энергетическое решение. Испытайте надежность и долговечность железофосфатного аккумулятора портативной электростанции. Это передовая аккумуляторная технология, рассчитана на длительный срок службы и обеспечивает надежное питание в течение многих лет. При правильном использовании может обеспечить энергию до 30 лет. Хотя они устойчиво не пишут количество циклов зарядки. Ну, как-то так. Отзывы, кстати, неплохие, брал по отзывам, поэтому мы идем, распаковываем, тестируем и смотрим, как его использую в путешествиях. Пришло время распаковать и посмотреть, что же у нас внутри. Смотрите, здесь у нас сразу бросается в глаза вот такой конвертик. Это у нас гарантийная карта для вот этой штуки. Ну, тут гарантиечка и инструкция, которая нам, честно говоря, не ахти как интересно. Откладываем. Сумочка. В сумочке у нас есть кабель для зарядки самой станции от сети 220 и есть у нас вот такой вот коннектор для солнечной батареи. Это коннектор для солнечной батареи. За сумочку отдельное спасибо. Откладываем. Теперь смотрите, что у нас тут. А тут у нас сама Power станция. Теперь смотрите, сама Power станция. Две розетки 220, ну в моем случае европеечки. Есть у нас автомобильная, есть у нас выводы 12 вольт 10 ампер, экран информационный с мощностью входа-выхода, с временем работы приблизительным и оставшийся заряд. У нас есть даже Bluetooth. Попробуем подключить. Включение-выключение каждой из панелей. У нас тут есть Type-C до 100 Вт, как они заявляют, и USB-A до 18 Вт. Также есть фонарик, который просто включается, допустим, вот таким вот образом. Сверху у нас 15-ваттная беспроводная зарядка. Сзади ничего, сбоку есть разъемы для зарядки. Это у нас сброс, брикер, резет, то есть это сброс состояния. Есть коннектор для вот этого самой солнечной батареи и, конечно же, коннектор для вот этой вот, для зарядки 220 вольт. Видите, как они пишут здесь? AC Overload Protector, то есть это у нас, по сути, предохранитель здесь, в этой части. У него активное охлаждение, но давайте его подключим уже в какое-то рабочее состояние для тестов. Переходим. Итак, ну, во-первых, мы должны с вами проверить нашу беспроводную зарядочку. Мы ее поставим, в принципе, нам будет здесь видно, как это все заряжает. Мы кладем сверху смартфон, который поддерживает эту зарядку. Что, будем проверять. Ставлю наше все это действие, включаем. Ну, для меня главное сейчас проверить это USB порты. 100 Вт показывает, PPS, 20 вольт 5 ампер. Тут еще важно, видите, чтобы кабель был 100 ваттный. Интересно так. Так, 40 Вт SCP, Quick Charge 3 до 20 вольт. Слушайте, ну прикольно. И Quick Charge 4 даже поддерживает. То есть мы можем даже попробовать через нагрузочку, в принципе, это свое. Так, он до 20 вольт, по идее, поддерживает. Да, 20 вольт он выдал. И включаем нагрузку. 52, 60, 80, 90, 100 Вт, 101 Вт. При этом это честные 101 Вт. Он показывает здесь 107, конечно. Немножко не то. Ну, у нас 102 и там показывает 107. Это потери. Здесь показывает на кабеле 100 Вт максимально. Ну, это в принципе, с учетом погрешности, абсолютно честные параметры. Давайте посмотрим, как это выглядит у нас в нашем приложении. 107 Вт. Выключена розетка, включены только Type-C. Давайте проверим, что у нас на Type-A. Type-C у нас в принципе честные. Мы как бы не сомневались в этом устройстве. Проверяем протоколы. Apple 2, 5 вольт 24 ампера. Quick Charge, скорее всего. Да, Quick Charge 3 до 12 вольт и второй в том числе. Samsung HFC до 9 вольт. Huawei FCP до 9 вольт. Huawei SCP. Ну, нет, Huawei SCP. И здесь у нас что? Здесь у нас ничего МДК. То есть, ну, вы сами видите. В принципе, по-другому они не заявлялись.
Так, 21 ватт. У нас там 18 вообще заявлялись. Уже 22. 24. А сколько максимально вытянет? 26 ватт. У нас была максимальная нагрузка, была 26 ватт. То есть Type A даже больше, чем мы рассчитывали. В принципе, ну, норм, что я могу сказать. У нас, видите, как симпатично это все сработало. Но, в принципе, что ж, такой себе тест интересный, переходим дальше. Но так как у нас совпадает, все-таки они пишут 600 ватт розетка, хотя, ну, говорят, что пиково 1200 должно поддерживать. Я подключаю самый простой фен с возможностью регулировки мощности. Хочу посмотреть, что они нам тут выдадут. Для начала включаем холодный воздух. Ага, выключаем эту штуку, включаем это. Так, включился фен. Сейчас он 200 ватт, это он в холодном режиме, то есть вы слышите его, 213. Я отпускаю, холодный режим, сейчас он должен пойти в горячий режим первой ступени. Максимально у нас тут, давайте поставим вторую ступень, 712, то есть выше 600 он уже съел, 700 ватт, он сейчас 683. Конечно, начался разряд, хватит его на 14 минут при таком варианте. И включаем максимальную нагрузку. Все, пошла перегрузка, это было 1800 ватт. Это говорит о многом, это говорит о том, что у него есть защита от перегрузки. И говорит о том, что мы получили с вами нагрузку больше 600 ватт, значит он пиковые значения выдерживает. Ну, они заявились 1200, мне 1200 догнать нечем. То есть максимум, что мы можем сделать, там, это, например, там, включить, все, вот он отключился, ошибку выдал, мы можем его сбросить, конечно же, то есть 217, 219, опять включаем на повышение, пускай так поработает, теперь мы ватты проверим, 700 ватт, пускай работает, то есть он сейчас у нас гонит очень горячий воздух, и фен у нас работает на 700 ваттах. Все, никаких проблем я в этом не обнаружил. Работает, как и заявлено. Смотрите, вообще мое рабочее место в лесу, ну, выглядит примерно так. То есть обычно я куда-то выезжаю, у меня есть достаточно мощный ноутбук, который включен через 220, у меня есть зарядка на Type-C, которая 100 ваттная, я могу, ну, давайте сразу уже будем по ходу, сразу тестировать. Я включил, могу включить сам по себе блок, он начнет показывать здесь, сколько у нас идет ватт, и даже вот в приложении, я сейчас включу запись, или не надо его показывать, будем смотреть так. То есть у нас сейчас совпадает приложение, показано, что у меня сейчас включено, видите, Type-C, USB, DC 12 вольт, то есть это включает и вот эту вот, эти вот у нас интересные вещи. Можем включить LED Light, либо выключить, то есть полностью управление происходит с помощью смартфона. Это удобно. Ладно, смотрите, то есть на текущий момент оно показывает ватты, они совпадают. То есть у нас вот эта штука отдает сейчас честных 53 ватта. Ну, данный смартфон не возьмет сейчас больше. При этом я могу включить свой ноутбук и могу включить его питание. То есть я включаю, это ноутбук очень мощный. То есть, чтобы вы понимали, это игровой ноут, это Asus ROG Strix, все хорошо. Мы уже видим здесь, показывай, пожалуйста, сюда. Мы уже видим здесь, что у нас 152 ватта, 137, и видим уже, что нам хватит, допустим, на 1 час работы. Само собой, это 300-ваттная станция. Конечно, при таком потреблении в пике он может съесть очень-очень много. Но при этом здесь есть еще такая прелесть, как переключение на 60 Гц. То есть мы можем менять частоту сети 50 либо 60 Гц. Можем включать-выключать блок. Есть сейчас потребление 164 ватта, ну он плавает сейчас 115 и 1 час 23 минуты. Более точное время именно здесь. То есть в таком варианте, то есть я могу работать, могу играть, могу делать все, что угодно. Сейчас это сверну. То есть по сути полноценное у меня потребление 220. Также обычно по вечерам я там включаю, у меня есть лампа. То есть я включаю лампу со своим там
со своей подсветкой, если вечером мы где-то сидим на природе. И для того, чтобы меня не задалбывали комары, у меня есть еще такая штука антикомариная. Она, видите, там есть такая подсветочка, и там турбина, она затягивает их. Сейчас светло не видно. Ну сюда, ну не видно, вот она, да. Вот ее видно, эту подсветку. Вот подсветка у нас. Скажи, эта штука вообще прикольная, да? Вообще мы использовали когда-то. Сюда просто потом их вытрусил, и все, и им все капец. Если сидишь где-то на море, да? Да, на море это классная тема. То есть для моря вообще отлично. Или если у вас смартфон, допустим, с беспроводной зарядкой, вы положили сверху, он будет заряжаться. Но я вам уже показывал, допустим, это на тестах. То есть на текущий момент у меня, видите, здесь нарисовано тут, грубо говоря, зарядочки, тут разные режимы, 50 Гц, 4 часа, это я отключил свой смартфон, и сейчас у меня ноутбук потребляет 36 Вт всего лишь. То есть, ну я, правда, не играю. Если я сейчас начну играть, то он, конечно же, начнет очень. Ну, лампа сейчас не нужна, это же гипотетически, да, это гипотетически. То есть вы можете здесь подключить все что угодно. И даже если мне нужно, смотрите, работать с мультикомпами, обычно у меня там 2 компа, видите, он грязный, на природе лазим, черт знает где, если честно, то я могу включить и второй комп на зарядку либо через 220, либо через Type-C. Вообще-то это HP Start, между прочим. И что? Лес в Баварии, что значит черт знает где? Ну, то есть вот таким вот образом. У меня работает 2 компа, и все это, ну, сейчас он загрузится. Ну, конечно, тут только техника Asus. Я использую Asus в компах. Наверное, надо запилить ребятам, чем я люблю пользоваться. Сейчас. Ну и мы здесь видим, что у нас пошла зарядка, хотя он вроде бы как заряженный, поэтому все равно много не потребляет. У меня сейчас все равно пишет, а не, он пошло, там 72, 70, то есть такое себе действие. Поэтому, ребят, я, конечно же, рекомендую такого рода. Вы увидели тесты, вы увидели распаковочку. Я делаю потребительские обзоры. И он, кстати, может еще и работать в режиме УПСа. То есть, вот видите, здесь UPS. То есть, если вы дома его используете, вы включили его на свой комп через него. Если вдруг пропадает свет, допустим, печку, да, свою, то у него пиковая мощность, у него мощность 600 Вт, это емкость у него 300 Вт часов, да, а мощность-то у него 600 Вт и 1200 Вт у него пиковая, то комп, он, в принципе, выдержит при выключении электроэнергии, он стартанет. Я думаю, что тут проблем у нас не возникнет. Поэтому в режиме UPS он будет работать отлично. Ну что ж, я рекомендую. Ссылки под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.